Всем привет, я в Заре. Надеюсь, меня слышно, потому что очень громко играет музыка. Я уже в первом платье. Это искусственный бархат. Что хочу по этому платью сказать? Конечно, смотрится хорошо, но миди, круглая горловина, на рукавах сборка, и это не очень удобно. На мне размер М, несколько сантиметров плюс, и уже будет узковато в бедрах. Талия очень свободна. Такой элегантный вырез сбоку. Я примерила вот такие ботильоны, натуральная замша. У них широкое голенище, очень симпатично смотрится. Высокий очень каблук, я не привыкла уже на таких ходить. Но смотрится, да, элегантно с платьишком. Эти ботильоны сейчас на скидке. Но вот я даже здесь хожу, и мне дискомфортно, уже ноги болят. Далее я примерила вот такое платье из полупрозрачной ткани, пришлось надеть на бархатное. В жизни я бы так не носила, а вот приложенное на сайте стилистическое решение с удовольствием. На манжетах резинка, вышивка в тон и немного пайеток. В общем, на любителя. Я в их число не вошла из-за именно этой вышивки. Я примеряла размер L. Очень сложно снимать, все электризуется, терпение на исходе. Следующее, это платье трикотажное. Оно, конечно, такое опасное, особенно если сверху свет падает, то может просто испортить вам настроение. Здесь 22% шерсти, 22% альпака и остальное синтетика. Оно силуэта, миди, немножко просвечивает. На мне размер М, и прям комфортно мне в нем. Это тот случай, когда не хочется думать, что с чем сочетать. Добавить аксессуары и погнали. Так, еще я примерила вот такие сапоги. На первый взгляд смотрится вроде как неплохо. Так, во-первых, мне жмет что-то вот здесь очень неприятно, мне больно. Не громоздкие, симпатичная натуральная кожа. Они ниже колена, вот так топорщится. И очень дискомфортно вот здесь мне. Шнуровка спереди, но для удобства сбоку замок. Это однозначно сапоги для узкой ноги с невысоким подъемом. Но смотрится неплохо, но грубовато. Кожа такая дубовая, так скажем. Но фотогеничные они, признаюсь, в жизни смотрятся хуже. Left in the cold. Once
Так, еще одно платье трикотажное, меланжевое, бежевое. Симпатично смотрится, на мне размер М, и оно прям идеально по фигуре. Средней плотности хлоп, но состав подкачал. И освещение. Так, и давайте пройдемся по залу. Кстати, когда я на сайте встретила это платье, сразу возник вопрос: сколько весят эти цепочки? Ответ: они очень легкие, пластмассовые, думаю, что подвержены облизанию. Мне понравился этот топ. А это пальто мне напомнило Гринча, похитителя Рождества. Если не смотрели этот мультик или фильм, посмотрите обязательно. В целом неплохой, если купить его со скидкой в 60 или 70%. В том году были подобные кепки, я купила на распродаже темную. В Инстаграм можете ее посмотреть, там как минимум 2 поста я в ней. В этом году они более хлипкие какие-то. Так, и мы добрались до Страдивариуса. Тут, конечно, все очень плохо с наличием хороших составов от трикотажных вещей. Да и в общем бренд для юного поколения, которому не так важен состав в целом. Тем не менее, в прошлом году я урвала тут бейсболку неплохую.
Но вот сумочки маленькие, это, конечно, моя слабость. Она двусторонняя. Лонгслив этот хлопковый, неплохой, есть в таких базовых цветах. Милого цвета аксессуары. Друзья, на этом я буду заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь позитивными. Скоро увидимся. Пока.